Итак, выбрала 9 символов Sunshine богатства. Как работать 3 раза в день подряд, на всех хлопая ладоши? О чем вы меня спрашиваете? Я же это во время этого семинара рассказываю. О чем вы спрашиваете? Вы что, вот смотрите, вы сейчас у меня спрашиваете следующее. Андрей Андреевич, вот пришел к Шварценеггеру Дуйко. Знаете, кто такой Шварценеггер? Там знаменитый атлет. Подходит и говорит: вы такой накачанный, Арнольд Иванович. Он говорит: да, Андрей Андреевич, я очень накачанный. Арнольд, а вы мне можете посоветовать, что мне нужно делать для того, чтобы я стал такой же накачанный, как вы? Он должен, он, наверное, скажет мне: вы, скорее всего, должны точно так же, как и я, поднимать штанги. Или поднимать штанги и иметь какое-то особое питание, быть упертым и настырным. Я говорю: отлично, какие штанги поднимать? Попробуйте хотя бы вот так вот, вот это упражнение делать. Хорошо. Если я буду делать по одному разу, 1 раз в день, по одному разу вот эти упражнения, то сколько их мне по времени нужно делать, чтобы стать таким, как вы? Услышьте, да? Услышьте. Одной жизни не хватит. То есть, сколько мне необходимо делать раз это упражнение, 2 или 3, чтобы у меня выросли такие же мышцы, как у Арнольда Шварценеггера? То есть, когда человек задает мне вопрос: мне 1 раз смотреть, или 2 раза, или 3, сколько смотреть мне? Я хочу вам сказать, нужно вот тогда нужно все отбросить и начинать становиться как Арнольд Шварценеггер, то есть ставить на первое место занятия или тренировки. То есть для того, чтобы стать Арнольдом Шварценеггером, я должен, наверное, сегодня пойти в тренажерный зал, и завтра уже 3 раза в день заниматься, и послезавтра, и так следующие 22 года. Правильно? А когда человек для того, чтобы достичь цели. Итак, цель, которая звучит в Sunshine Коконе, там сказано, что это символы, представляя которые в себе, человек может стать очень быстро богатым человеком. Правильно? Сколько раз нужно делать? Нужно вообще все отставить. Вообще все отставить и начинать эти символы практиковать. Я не знаю, там 1,5 часа утром, час в обед и еще час или 1,5 вечером. И так 10 лет подряд. Почему? А по-другому шансов никаких. А при именно ведении бизнеса, тогда как же он станет богатым, если он только будет заниматься? Не целый же день, а час. Час. В течение определенного... Час, да. В течение многих лет. Но здесь вот что происходит. Когда вы занимаетесь обыкновенным бизнесом, то этот бизнес у вас такой, как вы себе придумали, или как он у вас получается. Он у вас получается так. Там $1000 зарабатывать в месяц, там $1100 зарабатывать в месяц. После этого вы уменьшаете количество работы и делаете так, чтобы у вас час был утром на эти практики, а еще час там вечером вместо семьи. И после этого внезапно появляется идея. Эти идеи, они не только внезапно появляются, они еще изменяют ваши качества характера. Вы вдруг в какой-то момент становитесь нетерпимыми к тем глупостям, которые делают ваши сотрудники. Вы вдруг начинаете видеть, как все вокруг начинают мухлевать. А еще, раньше вам можно было там залепить глаза чем-то, это вы вдруг все поняли и уже не хотите этого. Или утром проснулись и говорите: все, я не хочу этим заниматься. Чем? А чем же ты хочешь заниматься? Кошек собираюсь разводить. Там говорят: мало того, что ты каждый день 2 часа занимаешься непонятно чем, так ты еще и кошек собираешься разводить. Сумасшедший вообще. Со своим Дуйко вообще свихнулась. А после этого, если просмотреть вашу жизнь, то сначала были кошки, потом собаки, потом с кем-то на балу встретились, тому человеку, которому кошку или собаку подарили. А этот человек предложил бизнес или подсказал вам, каким заниматься. Вы начали выпускать там новые сигареты, которые сделаны, там, я не знаю, там, из чего-то, там, из чего-то. Но я не знаю, в общем. И это все привело к тому, что вы стали богатым человеком. Но как бы это могло продолжаться? Когда вы занимаетесь бизнесом с утра до ночи, вы так и дозанимаетесь этим бизнесом, что жизнь закончится, а миллиона-то и не будет. А ну-ка, смотрите, поднимите руки, кто 10 лет работал, и у него есть $1 миллион США дома. Я подниму, но я не буду. А скажите, кто 20 лет работал, у него есть $4 миллиона США? Да? Но вы же работали. Но вы же работали. Где ж тут честность? А тогда
Тогда вот, а вот смотрите, а я тот человек, который и не работал, но занимался, и у меня есть. Представляете, правда не дома, слава богу. Я могу сказать вам вот что. Я могу сказать на 100%, что занятие эзотерикой, правильной эзотерикой, это как заниматься тренировками на силу, понимаете? Это дает свои плоды. Вы просто иногда не понимаете, для чего вы это все делаете, но делайте это обязательно. Дело в том, что я тот человек, который подтверждает, что эзотерика 100% делает человека богатым, если он из эзотерики выбирает или ставит на первое место желание быть богатым или обретение богатства. Но я хочу вам сказать, что 3 года или 4 года, или даже там 2,5, 3-4 года, это будет тяжелый путь, где вы будете очень много работать, делать совершенно непонятные какие-то методы, там, читать какие-то совершенно ненужные, как вам будет казаться, мантры. Ничего особо не будет происходить. И тогда это может очень ярко создать новые условия жизни. Другой путь, тот же, которым вы живете, еще 10 лет и еще ни 1 миллиона. А потом еще 10 лет, еще ни 1 миллиона. А так, если бы читали, и 1 миллион был бы. Понимаете? И после этого, когда люди говорят: Андрей Андреевич, как эзотерика работает? Я обычно говорю так. Есть 3 магазина, они продают хлебом. Один магазин за углом продает лучше всех. Но в месте, где не за углом, вроде и место хорошее, и бойкое, и товар хороший, и продавцы хорошие, а продажи меньше. Вопрос, почему? Потому что в одном из магазинов кто-то что-то знает. Что знает? Вот скорее всего кто-то использует эзотерику. Люди думают, что порчи с глаза управляет миром, а я говорю, что эзотерика управляет миром. И покупают, и обращаются, и что-то хотят делать у тех, кто занимается эзотерикой, и кто-то что-то знает. Поверьте, есть такие люди, которые что-то знают. Какие доказательства этого? Я сейчас посмотрю, у меня есть $100? Есть, вот. Доказательства выглядят так. Вот здесь вот нарисованы символы. Какие это символы на долларах? Смотрите, здесь какой-то колокольчик нарисован, здесь какой-то щит и меч нарисован, здесь орелы там с расческой в ногах, здесь какая-то пирамидка, понимаете? И здесь символ еще какой-то мужик с открытым ртом. И куча эзотерических символов. Буквы В скрещенные, тут чего только нет. Возьмем какую-нибудь еще деньгу. Ну, гривны, ладно. О, на гривнах есть лотос, видите? Лотос называется... Лотосы есть. О, лотосы — это индийская система, представляете? Молодцы, молодцы. Там на 500 гривневых раньше была пирамида с глазом даже, знаете. Но, видите, это говорит о том, что это на евро. О, евро еще есть. Говорят, чтобы деньги притягивались, кошелек не должен быть черного цвета, а цвета коричневый. Друзья мои, смотрите, у меня деньги притягиваются. Давайте спросим у тех моих близких, которые... Оксана, ко мне деньги притягиваются? Саша, скажи, ко мне деньги притягиваются? Так вот, я хочу вам... Да. Я могу вам показать, как выглядит настоящий кошелек, к которому притягиваются деньги. Вот он такой, видите? Почему он именно такой? Кошелек должен быть блестящий, и он должен меня вдохновлять. Вот я на него смотрю, он такой, как мои туфли, красивый, блестящий. Ай, мой любимый. Вот к нему деньги притягиваются. А там золотой или еще какой-то, это все до одного места. Понятно? Главное, чтобы он мне нравился. А там кто говорит, вот пусть сам... Надо у этого человека, который говорит, спросить, сам-то притянул вообще? Потому что мне очень интересны эти люди. Они говорят, вот говорят, кто говорит, кто конкретно говорит, кто из фэншуя говорит, кто эти притягиватели, что много притянули, пусть покажут бутерброд со 100 тысячами. Вы понимаете, кто эти притягивальщики? Надо только золотой. Кто сказал золотой? А Наталья Правдина является руководителем бизнеса какого-то. А вы у нее спросите. А вы знаете, что Наталья Правдина не является руководителем бизнеса? Она просто занимается инфобизнесом. Почему я решил заниматься продажей БАДов и препаратов и занимаюсь помимо этого эзотерической школой? Для того, чтобы люди могли видеть, что эзотерика помогает заниматься бизнесом.
Чтобы можно было видеть, что эзотерика и бизнес, они могут быть между собой связанными. Почему? Нечестно было бы выступать перед людьми, и нечестно было бы выступать и говорить, это притягивает, это делает, и при этом этого бы не было, правильно? Почему? Потому что кто-то когда-нибудь обязательно должен за язык потянуть и сказать, а чем же вы можете гордиться, а что же у вас есть? Правильно? Андрей Андреевич, у вас, наверное, второй дом очень сильный. И деньги притягиваются. Данная карта